Тайга всегда была человеку друг и кормилец, только не знающий и не любящий боится тайги. Если же любить, знать, изучать природу, передавать эти знания от отца к сыну и от деда к внуку, тайга всегда защитит, укроет и спрячет, напоит и накормит. В сибирской тайге, в непроходимой лесной глуши, находилась наша маленькая деревушка. Кругом этой деревушки непролазной стеной величественно стоял хвойный лес. Со всех сторон ее окружают высокие горы с седыми мохнатыми вершинами, которые прячутся в мутных серых облаках. В нашей деревне не было даже дороги, только одна тропа между невысокими, почерневшими от времени избами. Да и зачем дорога в деревне, если ездить по ней нет транспорта, ни у кого из деревенских нет ни телег, ни лошадей. Летом деревенька всегда окружена непроходимыми болотами, топями, да лесными завалами, так что в нее можно пройти только пешком, по узким лесным тропам, и только в хорошую солнечную погоду. В ненастье горные речки быстро выходят из берегов, заливают своей мутной водой и без того непроходимые тропы, и сельчанам приходится ждать по несколько дней, пока вода вновь не войдет в свои русла и земля не подсохнет. В одной избушке, которая одиноко приткнулась к самому лесу, жил старый охотник Игнат с маленьким внуком Филей. Его маленькая избушка просела и вросла в землю от времени и сиротливо глядела на белый свет своими маленькими окнами. Игнат был потомком переселенцев, которые в давние времена заселили эти места. Ему было уже далеко за 70, но Игнат был еще довольно бодрым стариком, ростом невысокий, худой и сгорбленный. Но только дед Игнат был совсем глухой, ничего не слышал, только по губам, и мог понять, что ему говорили. Но это ему не мешало ходить на охоту и добывать зверя. Раньше все удивлялись и интересовались: «Дед Игнат, а как ты глухой на охоту ходишь, ты же совсем не слышишь. У тебя даже и собаки нет. Как ты по тайге ходишь и зверя выслеживаешь?» На что Игнат только ухмылялся и, погладив свою седую бороду, отвечал: «Собака мне не нужна, я ее все равно не услышу, а она только мне мешать будет, а тайгу я сердцем чувствую, мне ее слушать не надо. Слава Богу, глаза еще не подводят, а в тайге ходить надо и внимательно смотреть, все глазами увидишь, что нужно, если знаешь, куда и как смотреть». А охотником дед Игнат был действительно хорошим, хоть и глухой был, но редко без добычи возвращался. А время тогда было послевоенное, суровое и голодное. В деревне остались одни старики, бабы, да детишки малые. Из всех мужиков с войны вернулся только один, да и тот инвалид, без ноги пришел, какой из него охотник. Пора бы старику на покой, на теплую печку, да замениться ему неким. А тут еще Филя, внучок его на руках очутился, а о нем позаботиться надо. От сына похоронка пришла через 4 месяца, как на войну ушел. Мать его, потеряв единственного сына, все горевала и горевала, да так и не пережила потерю. Но беда не приходит одна. Вскоре умерла сноха, и остались они одни, старый Игнат и 7-летний Филя. Стояли последние весенние дни, погода была ясная и солнечная, самое время, пока тайга сухая, сходить на охоту. Игнат давно собирался сходить за глухарями, да все внука не мог оставить одного, приболел он что-то, а теперь ему было как будто лучше, да и хотелось глухариным супчиком покормить Филю. В тайге деду Игнату было все знакомо, да и как не знать, когда он с детских лет облазил тут все, всю жизнь бродил с ружьем по этим местам. Все тропы, все места и приметы знал старик, ничего не укрывалось от опытного взгляда бывалого охотника. Несколько часов бродил старый по знакомым местам, внимательно осматривая все вокруг, и вскоре удача улыбнулась ему. Он сумел подстрелить глухаря и пару рябчиков. Теперь можно и домой возвращаться, есть чем угостить внука. День незаметно начал клониться к вечеру, нужно было поторапливаться, иначе придется коротать ночь в тайге. Солнце еще виднелось над верхушками сосен, когда Игнат дошел до горы. Осталось только перевалить через нее, а там уже и деревушка покажется, спряталась на дне глубокой горной котловины. Старик остановился, чтобы немного перевести дух. Встал возле стоящей рядом высокой сосны
и неторопливо стал закручивать самокрутку. Но тут что-то его отвлекло. Сверху, прямо на голову, посыпалась труха от коры. Он поднял голову и обомлел. Прямо над ним, на сосне, вцепившись своими коготками в ствол дерева, сидел маленький медвежонок и своими черными глазами-бусинками с испугом смотрел на старика. От ужаса холодный пот побежал по старческой спине деда Игната. Нет, он нисколько не испугался этого крохотного медвежонка, но по своему опыту он прекрасно знал, что где-то рядом должна быть его мама-медведица. А встреча с такой мамашей ничего хорошего не сулила. Откуда только силы взялись? Он и сам не заметил, как уже спускался под гору, с опаской оглядываясь и всматриваясь в густые ветки из молодого ельника. Но все было спокойно, никто его не преследовал и не догонял. Каково же было удивление деда Игната, когда он вышел рано утром из избы. Прямо возле крыльца сидел тот самый маленький медвежонок. Только сейчас старик разглядел, что он был очень худой и слабый. Медвежонок жалобно смотрел на деда своими черными бусинками глазами и тихо ворчал. «Надо же, за мной по следу пришел!» – тихо прошептал старик. Горе у него, осиротел, видимо, раз к людям пришел. Филя, увидев медвежонка, радостно воскликнул: «Деда, какой смешной пушистый! Ты его мне принес!» «Спасибо, деда!» Дед не стал ничего рассказывать Филе про лесную встречу, пусть будет ему подарок. Вскоре парень и медвежонок стали неразлучными друзьями. Целыми днями они барахтались и играли во дворе, даже засыпали вместе, когда уставали от беготни. Первую зиму медвежонок спал в сделанной дедом Игнатом берлоге в старом сеновале. Но когда вырос, стал уходить в тайгу. Только весной, после зимней спячки, Пушистый вновь приходил к своему другу. Однажды дед Игнат уехал в город, нужно было купить одежду для Фили. Одежонка уже давно пообтрепалась, да и вырос внук из нее. Но ни через день, ни через два он так и не вернулся, как обещал. А потом пришло известие, что с дедом случилась беда, по дороге его ограбили, и он в тяжелом состоянии лежит в больнице. На время, пока дед Игнат не выздоровеет, Филю забрала к себе дальняя родственница, живущая в соседней деревне. Женщина была очень вредная и злая. Она бы не взяла его к себе, у нее самой было 4 голодных ртов, но убоялась разговоров односельчан, не принято было бросать в деревне осиротевших детей. Жизнь у тетки для Фили стала невыносимой. Мало того, что при любом случае она попрекала его куском хлеба, взваливала на него всю хозяйскую работу, но и стала поколачивать его по любому поводу. И вот однажды он случайно подслушал разговор тетки с соседкой. Они говорили, что дед Игнат скончался, и теперь Филю придется отправить в сиротский дом. Филя выскочил из двора и, заливаясь горючими слезами, побежал в сторону леса. Он хотел к дедушке, он знал, что дедушка никогда не бросит его, он ждет его в их старой и родной избушке. Так он и бежал, размазывая слезы по щекам, пока не выбился из сил. А вокруг шумела тайга. Филя не знал, куда идти дальше. Он встал возле дерева, закрыл лицо руками и так стоял, пока не услышал возле себя чье-то дыхание. Парнишка открыл глаза и увидел возле себя огромного медведя. Но он сразу узнал его, это был его Пушистый. Филя обнял своего друга и, плача, стал рассказывать ему о своем горе. Много дней искали Филю всей деревней, но ни самого парнишку, никаких следов так и не нашли. Вскоре среди охотников поползли слухи, что в самых глухих дебрях встречаются большие медвежьи следы, а рядом маленькие, похожие на отпечатки босых ног маленького ребенка. Но видели только отпечатки и ничего больше. Многие пытались выследить этого медведя, но никому так и не удалось этого сделать. Свобода и воля для таких людей, как Филипп, это то, что дает им силы, что заставляет действовать, преодолевать преграды и невзгоды, бороться и не сдаваться. Однако в последнее время с развитием цивилизации многие люди не выдерживают ритма жизни и сознательно отказываются от общества себе подобных, становясь отшельниками. Вот и Филипп был одним из таких людей. Но отшельником он стал не по собственной воле, не по религиозным соображениям,
Так уж, видимо, ему на роду было написано, что жить ему в лесу и скрываться от людей. И вот уже какой год он живет в глухой тайге, вдали от людей и цивилизации, в небольшой избушке, которую срубил сам, собственными руками. А каких-то 7 лет назад он жил самой обычной жизнью, как и многие другие. Строил планы на будущее. Но, как бывает в жизни, человек предполагает, а Бог располагает. Вторые сутки не утихает метель. Слышен только шум тайги да вой ветра. Снегу намело почти под самую крышу избушки. Филипп подбросил дров в печурку, прилег на лежак. В такую погоду ему становилось особенно тоскливо и одиноко. Филиппу не было еще и 30, казалось бы, что и прожил-то всего ничего и забывать нечего. Вся прожитая жизнь как на ладони. Но вот странно все как-то. Одно он помнит отчетливо, до самых малых мелочей, а другое – все как в тумане, как будто это не его прожитая жизнь, а совершенно другого человека. Вот и сейчас он ясно вспомнил свои детские годы, свою беззаботную жизнь с его дедушкой Игнатом в их избушке в глухой деревушке. Помнил, как он бежал по темному лесу, заливаясь слезами. Как встретил своего друга-медведя. Сколько лет прошло, а как будто все это было только вчера. А сколько времени они бродили тогда с Пушистым по тайге. Филипп до сих пор не знает, может месяц, а может быть и дольше. Но те дни, что он провел со своим другом, блуждая по тайге, сейчас кажутся Филиппу самыми счастливыми в его жизни, самыми незабываемыми. Прожить столько времени в тайге, без пищи, без одежды, даже взрослому и привыкшему к такой жизни человеку очень сложно, а порой и невозможно. Но маленький 11-летний Филя не только выжил, он даже ни разу не заболел. Хотя спать ему приходилось на голой земле и есть только то, что им удавалось найти в лесу. Целыми днями они с медведем бродили по тайге, питались всем, что могли найти в это время года, ягодой, грибами, различными личинками, корешками, которые выкапывал Мишка своими мощными лапами. Приходилось Филе есть сырое мясо и рыбу, когда Пушистому удавалось что-то поймать. Но от голода Филя не так сильно страдал, стараниями тайга кормила их своими дарами. Но вот что действительно доставляло страдания Филе, так это насекомые. Комары, мошка тучами летали вокруг парнишки, лезли в глаза, кусали во все места, куда могли только добраться. И никакого спасения от них нигде не было. Все его тело и лицо распухло от укусов, горело огнем и покрылось кровоточащими ранками, и не было никакой возможности спрятаться от них. Всем животным в эту пору бывает очень трудно спасаться от этих назойливых насекомых. Но вот однажды Пушистый разворошил огромный муравейник. В нос Филе ударил резкий муравьиный запах. Но самое удивительное, весь гнус, который не давал им покоя все это время и повсюду их сопровождал, вдруг сразу исчез. Оказывается, комары, мошки и даже клещи не переносят запаха муравьев. В далекие времена охотники знали об этом и спасались от гнуса в тайге именно этим способом. Бросали верхнюю одежду в большие муравейники на некоторое время, одежда пропитывалась муравьиной кислотой, и гнус уже не так досаждал охотникам. Но Филя об этом не знал, он просто снял с себя одежду и повалял ее по разрушенному муравейнику. Мошкара по-прежнему продолжала летать тучами вокруг, но к Филе больше не приближалась. А это было для него очень чувствительным облегчением. Дни шли за днями, Филя с Пушистым уходили все дальше и дальше в тайгу. Один день походил на другой. Незаметно подкралась осень. Теплые летние дни сменились осенними заморозками. С каждым днем становилось холоднее и холоднее. Филя теперь сильно страдал от холода. На нем была только одна рубашонка, да короткие штанишки, даже обувки не было, он был совсем босой. В чем убежал тогда от тетки, в том и ходил до сих пор. Одежонка его давно истрепалась, превратилась в лохмотье и совсем не защищала от осеннего ветра. Только ночами, когда он прижимался к своему лохматому другу, он мог еще как-то согреться. Но в ненастные осенние дни холод пронизывал его до самых костей, он мерз и никак не мог согреться. С этого момента Филипп,
уже плохо помнил, что с ним происходило тогда в тайге. Все было как в тумане. Помнил только, что с каждым днем было все холоднее и холоднее. Приближалась зима. Или медведь тогда понял, что его другу очень тяжело и срочно нужна помощь людей, или просто было случайностью. Но в то самое время, когда Филе было особенно плохо, они наткнулись на станцию геологов, там его и подобрали чуть живого. Хотя вряд ли это была случайность. Сейчас Филипп точно знает, что Пушистый осознанно привел его тогда к людям. Дальше был большой город, больница, жизнь в детском доме, служба в советской армии. Но это была уже другая жизнь, другая история, вспоминать о которой Филиппу почему-то совершенно не хотелось. Это была другая жизнь, давно забытая и чужая. А что стало с его другом Пушистым? Ему до сих пор неизвестно. Его нашли одного, никакого медведя рядом с ним никто не видел. Хочется верить, что он живой еще, что все бродит по тайге, а может, и нет его давно. Лесная жизнь очень сурова, даже для дикого медведя. Вот уже 7 лет, как Филипп живет в одиночестве, в глухой тайге, в маленькой лесной избушке, вдали от людей и цивилизации. Хотя жизнью это вряд ли можно назвать, скорее выживает. Жизнь в тайге очень суровая, даже физически подготовленному, опытному и знающему человеку очень сложно порой выживать в таких сложных условиях. А Филипп хоть и родился в глухой деревеньке, но навыков и опыта у него никаких не было. Но он выжил, и не только выжил, но и считал себя вполне счастливым человеком. Какой уже день в тайге непрерывно шел снег, навалило по самую крышу избушки. Филипп шел по глубокому снегу, стараясь не нарушать тишины леса. Для любого охотника большой снег – это событие. Хоть он и мешал при ходьбе, но выдавал любого зверя, любой след был отчетливо виден на белом снежном покрывале. Про себя он думал, что правильно сделал, что пошел с утра. Было предчувствие, что сегодня ему обязательно повезет. Лишь бы не было осечки, как иногда случалось, а патронов осталось всего 3. Первая зима и лето пролетели незаметно, Филипп уже ощущал себя настоящим охотником. Но стал он таким только благодаря Игнату Степановичу, старому опытному охотнику. Степаныч и предложил ему схорониться в тайге, в его избушке, когда Филипп рассказал ему тогда, при встрече, что его ищут бандиты и милиция. Имя Степаныча было как и у любимого деда Филиппа. Это был человек с огромным терпением и золотыми руками. Все, что ему было нужно, он все делал сам, начиная со строительства и до самых разных мелочей по хозяйству. И по характеру был всегда спокоен и уравновешен, все делал не торопясь, с расстановкой и на совесть. Ни разу Филипп не слышал, чтобы он ругался или вышел из себя. И все, что он накопил за свою жизнь, все навыки, опыт, все старался передать Филиппу. Много чему научил его старый таежник. Без этих знаний вряд ли бы Филипп сумел прожить в одиночестве в этих суровых условиях, и он был очень благодарен этому простому, но с огромной душой, человеку. Первое время Степаныч часто приходил к Филиппу в избушку, приносил продукты, разные мелочи, необходимые для жизни. Как-то принес Филиппу в подарок старенькую тулку и патронтаж с патронами. Радости у Филиппа не было предела, он радовался этому подарку, как мальчишка. Пока Степаныч был рядом, Филипп не замечал ни одиночества, ни тягот, он всегда чувствовал поддержку и помощь, но во вторую зиму ему пришлось на себе испытать, как это быть в одиночестве, когда ты один. А вокруг на десятки километров ни души, только бескрайняя тайга. Степаныч все не приходил, Филипп не знал, что и думать. Продукты у него давно закончились, он голодал, питаться приходилось только тем, что удавалось добыть. Но стрелял чрезвычайно редко, опасался нарушить лесную тишину, да и не расходовал зря заряды, которых у него оставалось совсем немного. В основном ставил ловушки, которым обучил его Степаныч. Филипп шел тихо, не спеша брел по белой пелене, хорошо зная, что спешить ему сейчас некуда и что время для него ничего не значит. Начался распадок, он уходил куда-то вправо, в сопки, и был затянут невысокими молодыми деревьями. Он остановился и огляделся, но вокруг было ни души,
По времени он прошел не больше 5 километров, дальше идти не было смысла. Филипп уже хотел повернуть и идти обратно по своему следу, как услышал шум веток. Прямо на него двигался какой-то зверь. Быстро проверив заряды, Филипп стал искать удобное место, но вокруг было все голо и спрятаться было негде. Тогда он встал на одно колено, взвел курки и прислушался. Это был лось. До него донесся шелест веток, это шумели рога. Он уже не сомневался, куда выскочит зверь. Ему повезло. Случай принадлежит ему, одному из 1000. Это был его случай. Сердце стучало, словно барабан, готовое выскочить из горла. Он уже слышал храп и частое дыхание. Огромный лось с мощными рогами вылетел из-за деревьев, но, увидев охотника, воткнулся копытами в землю, разрывая, словно плугом мерзлую почву, резко развернулся, издав пронзительный рев. Почти не целясь, Филипп выстрелил. Зверь тут же шарахнулся в сторону и быстро скрылся в чаще. Филиппа охватило отчаяние. В голове промелькнула мысль «промазал». И только сейчас Филипп увидел, что лоси преследовали несколько волков. Это была их добыча, это они выгнали этого лося прямо на него. Не обращая внимания на охотника, они промчались мимо и скрылись вслед за оленем. То, что он увидел, когда прошел немного вслед за волками, было выше его понимания. Посреди небольшой полянки, недалеко от того места, где стрелял Филипп, лежал лось. Он был мертв. Вокруг него со скалом сидело несколько волков. Они тяжело дышали, высунув до земли свои языки. Увидев Филиппа, они подались немного назад и оскалились. Еще пара секунд и, возможно, они бросились бы на него, защищая свою добычу. Но странное поведение охотника остановило их. В этом мире каждый выживал, как мог. И получилось так, что один выживал за счет другого. На Филиппа вдруг накатил такой восторг, что он не смог сдержать своих эмоций, запрыгал и заорал от радости, как бешеный. Огромная гора мяса возвышалась на белом снегу. На вытянутой шее виднелась небольшая дырочка. Это было просто чудо, он не промазал, пуля задела зверя. Зверь не успел уйти далеко, а волки догнали раненого зверя и прикончили его. Сейчас они улеглись на снег, не спуская глаз с охотника, наблюдали издали, выжидали. Не обращая внимания на волков, Филипп принялся за дело. Он вырезал несколько больших кусков мякоти и, набив рюкзак, с трудом взвалил его себе на спину. Неожиданно волки, словно что-то почуяв, вскочили на ноги и быстро исчезли в чаще. На снегу остался лежать только один, на вид совсем молодой волк. Из задней ляжки у него сочилась кровь. Нога была разорвана в основании и держалась на добром слове. Видимо, раненый зверь успел зацепить его своими рогами. Ему стало жаль эту бессловесную тварь, смотревшую на человека мутными глазами. Он уже подумал пристрелить его, но оставил эту затею, патронов осталось только 2. Волк смотрел на Филиппа такими грустными глазами, и его взгляд разрывал душу на части. Пройдя с 150 метров, Филипп услышал вдруг за спиной пронзительный и до жути жалобный вой. От этого звука он почувствовал, как в его жилах застыла кровь. Слышать этот вой было нестерпимо тошно. Этот вой выворачивал его душу наизнанку. Он с трудом отрывал ноги от земли, но не от тяжести рюкзака. Не мог он согласиться с мыслью, что этому волку уготовлена такая участь. Ему всего лишь не повезло. А то, что сородичи бросили его, в дикой природе, это было естественно. Но он как может поступить так? Он же был человеком. Увидев подошедшего Филиппа, в глазах волка мелькнула слабая надежда, или ему так показалось. Он был не уверен, что сможет донести раненого хищника до избушки, но он уже решил. И отказаться от собственного решения он уже не сможет. Он с трудом опустился на колени и аккуратно приподнял зверя с земли. Волк жалобно заскулил, прихватывая зубами его руки, но не сильно. Ему было очень больно. Охотнику было не менее тяжело, но уже на сердце. Обливаясь потом и шатаясь во все стороны, Филипп пошел обратно к своей избушке. Уже темнело. Скинув рюкзак,
он внес волка в избушку и положил на лежак. Потом зажег свечу. Где-то была иголка и капроновые нитки. Света не хватало, но другого не было. Раненый зверь потерял много крови и мог в любую минуту умереть. Почти в полной темноте, чуть ли не на ощупь, Филипп зашил развалившиеся края шкуры, буквально пришил ногу. Волк вел себя вполне достойно и ни разу не дернулся. Это был совсем молодой волк. Обыкновенный волк, каких бегало немало по тайге. Вот так неожиданно в жизни Филиппа появился волк, верный друг и помощник. Много разных опасных ситуаций было с Филиппом за эти годы. Не один раз он был на волоске от смерти. Странная все-таки штука жизнь. Один медведь стал его другом, спас его в детстве от смерти, а другой чуть не лишил жизни. Оставил Филиппа без одного глаза, да как напоминание, огромный шрам через всю левую часть лица, изуродовав его до неузнаваемости. Но это произойдет чуть позже. Сейчас Филиппу стукнуло уже 30 лет, 7 из которых он прожил в глухой тайге, в одиночестве, вдали от людей, волею судьбы стал отшельником. Видимо, так ему было на роду написано, доля его такая горемычная, жить в изгнании, вдали от людей и общества. С годами он все чаще стал вспоминать прошедшие годы и то, что произошло с ним в том, уже далеком прошлом. Но что удивительно, перед ним чаще ясно возникали те картины прошлого, о которых Филипп хотел бы давно забыть и не вспоминать. Но они вновь и вновь возникали перед ним, как будто это все было вчера, а не много лет назад. От судьбы не убежишь, как ни старайся. Вот и Филипп не смог убежать от своей злой доли. Перешел дорогу одному местному бандиту, стал невольным свидетелем преступления. Вот и пришлось ему бежать, прятаться в тайге. Выбора у него просто не было, иначе пришлось бы попрощаться с жизнью. Но вот к чему Филипп не был готов в тайге, так это к одиночеству. Хотя что такое остаться одному, Филипп хорошо знал. Сам сиротой рос, у тетки родной, в услужении женщины властной, недоброй. Никогда не слышал Филипп от нее слова ласкового, как ни старался всю работу по хозяйству выполнять, все одно, нахлебником, да гаденышем был приблудным. Но ничего, вырос, не помер с голоду, хоть и пришлось ему тогда натерпеться всего. А вот в тайге от одиночества можно реально свихнуться. Такого просто не замечаешь, когда живешь в большом городе и вокруг много людей, но когда неделями сидишь один в избушке, это состояние давит со всей силы и деваться от этого некуда. Куда бы ты ни пошел, что бы ни делал, оно везде сопровождает и преследует, повсюду идет за тобой по пятам. Такое состояние давно известно охотникам, кто подолгу живет один в тайге, но Филиппу все пришлось пережить самому. Со временем наступил момент, когда все стало казаться для него ненужным и бессмысленным. Нервы стали напрягаться до предела, начались бессонницы и ночные кошмары. Состояние такой полной апатии продолжалось довольно долгое время, но постепенно все наладилось, все встало на свои места. Он вдруг начал ощущать в себе состояние гармонии с окружающим миром. Стал спокойнее и рассудительнее, постепенно слился с природой и как будто стал ее неотъемлемой частью. Он уже не был новичком, знал и мороз, и слякоть, был неутомимый, мог запросто отшагать за день пару десятков километров по заснеженной тайге, спокойно мог провести ночь в любой мороз, если придется. Филипп оторвался от своих мыслей и бросил взгляд в небольшое зеркало, висевшее возле окошка. За эти годы он сильно изменился внешне, похудел, оброс волосами и зарос густой черной бородой. Глаз с темным синяком ввалился, и только черный зрачок беспокойно блестел на его загорелом лице. Второй глаз закрывала кожаная повязка. На левой стороне лица, от самого лба и до рта был виден большой багровый шрам от медвежьих когтей, обезобразив лицо Филиппа до неузнаваемости. Вот это и была теперь его основная причина, почему он не ушел из тайги. Как жить в обществе с таким лицом, когда ему самому неприятно даже в зеркало смотреться? Да и не раз он ловил на себе испуганные взгляды охотников, когда встречался с ними в тайге. Если уж этим суровым людям
Привыкшим ко всему, его лицо кажется таким страшным. А чего тогда ожидать от других? Нет, не сможет он там жить, постоянно чувствуя на себе эти испуганные и жалостливые взгляды. Да и кому он там нужен? Тем более с таким уродством. Но тот день, когда это случилось, когда чуть не закончилась его жизнь, Филипп тоже помнил, как вчерашний день. А случилось это на третью зиму. К нему в избушку пришли тогда 3 охотников. Одного он хорошо знал. Это был Евсей, односельчанин Степаныча. Тоже старый таежник. Другие были незнакомы Филиппу. Их он видел впервые. Евсей был тогда очень злой, ругал своих товарищей, на чем свет стоит, да и себя не забывал. К его соседу приехал племянник из города со своим другом. Вот они и уговорили старого Евсея помочь им взять медведя на берлоге. Евсей сначала отказывался, как знал, что ничего хорошего не выйдет с такими охотниками. Но когда они показали ему большую пачку денег за услугу, старый Евсей соблазнился. Но, как и предполагал, ничего хорошего из этой затеи не получилось, они упустили медведя, да к тому еще и подранка. На следующий день они собирались тропить зверя, отпускать подранка никак было нельзя. Но никто даже не подумал, что медведь окажется намного умнее, хитрее и мстительнее. Он никуда не ушел, а пришел по следу охотников до самой избушки. А рано утром, когда Филипп пошел за водой, медведь и напал на него. Все произошло так быстро, что он и понять ничего не успел. Охотники, услышав рев медведя, успели вовремя прийти на помощь и пристрелить подранка, но зверь успел потрепать Филиппа, прокусил ему плечо, сильно изуродовал его лицо. Евсей, как мог, залатал Филиппа и всю зиму ухаживал за ним, как за ребенком, пока он не пошел на поправку. Спасибо старому охотнику, что вылечил Филиппа, не бросил его одного в тайге, не дал умереть. А самое главное, теперь Филипп уже не боялся одиночества и лесной глухомани, и знал, что хорошие люди бывают и в самой глухой тайге. Пропасть не дадут, и потом от одиночества человек становится доверчивым и добрым. И гордыня, если она есть, навсегда покидает такого человека. Хотя иногда бывает, что встретить в тайге незнакомого человека куда опаснее, чем дикого зверя, никогда не знаешь, чего от него ожидать. Игната Степановича он так не дождался. Только в конце зимы, когда он встретил одного охотника, Филипп узнал, что Степаныча больше нет. Умер старик во сне. Легкая смерть была у старого охотника. Земля ему пухом. У хорошего человека и смерть легкая. Тяжело переживал Филипп потерю своего друга и наставника, но жизнь не стояла на месте, надо было как-то жить дальше. От воспоминаний его отвлек тихий шорох возле избушки. Это был его верный друг и помощник, волк. Тот самый волк, которого он спас и выходил. Филипп все переживал, что он не выживет, ранение было уж слишком тяжелым, но нет, выжил, и не только выжил, но даже и не хромал вовсе. И не ушел никуда, так и остался с Филиппом, привязался к нему, бегал за ним повсюду. Хоть волк и не собака, и в ласке не нуждался, но относился к Филиппу как-то по-особому, по-звериному. Правда, другим людям не доверял, всегда в тайгу убегал, когда кто-нибудь из охотников приходил к Филиппу в избушку, крутился где-нибудь поблизости, но на глаза не показывался, остерегался. А время, что вода, летят годы, сыплются, как песок сквозь пальцы. Глазом моргнуть не успел, а уже 7 лет пролетело. А за это время много чего было в жизни Филиппа, и плохого, и хорошего, но он продолжает жить своей суровой жизнью, полной риска и опасности. Да и вряд ли он захотел бы поменять ее на другую жизнь, которая стала для него давно забытой и чужой. Дорогие друзья, если вам понравилась история, обязательно оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.